Здравствуйте! Сегодня мы будем шить кукле платье без швов. И особенность этого платья, что мы не будем кроить по ткани. То есть мы будем сразу шить по рельефу выкройки. Сейчас я вам объясню. Платье у нас на липучке. Прекрасно снимается, расстегивается, одевается. Внутренних швов, как вы видите, нет. Предварительно я вышила вперед для украшения. Вы тоже можете это сделать. Только есть шов на плечах. Мы сшиваем потайным швом уже готовый лиф изделия. А вниз мы встрачиваем юбку. Юбку можно делать складочками, как у меня, можно делать клеш. Не забываем ввести вашу тетрадь. В тетрадь мы делаем все, что сейчас мы будем делать на уроке. А начинаем мы, как всегда, с того, что рисуем то, выкройку чего мы желаем построить. Без напряжения, совершенно просто мы рисуем наше платье. Точно так вы рисуете в своей тетради. Эти уроки очень полезны детям. Они развивают мышление логическое и навыки чертежа. Это мы построили перед платьем, спинку. Рисуем рядом. На спинке у нас будет застежка, как вы уже видели. Но застежку можно сделать и спереди. Все на ваше усмотрение. Вот теперь нам понятно, чем мы будем сегодня заниматься и выкройку чего мы будем делать. Пишем, где перед, где спинка. И переходим непосредственно к выкройке. Я начну с того, что покажу вам уже готовую выкройку, чтобы вы понимали, к чему мы стремимся. Мы берем ткань, накладываем готовую выкройку непосредственно на ткань. Естественно, в 2 слоя ткань. И начинаем строчку по рельефу нашей выкройки. Строчим прямо по краю выкройки. Мы ничего не вырезаем. Потом мы выворачиваем и получаем вот такое бесшовное изделие. Это лиф нашего платья. И нам осталось сшить только плечики. Юбку мы вшиваем в лиф снизу. И у нас получается очень аккуратное платье без швов. Я уже говорила, что мы сшиваем только плечики в лифе. Вот такой у нас застежка, куда мы можем пришить либо пуговицы, либо кнопки, либо липучку. Все, как вам нравится. Ну что ж, следующий наш этап – это замеры. Мы пишем в своем конспекте перечень замеров, вот точно так, как написано у меня на листочке, и начинаем измерять. Ширина груди, точнее, это окружность груди, окружность горловины, глубина проймы – это от плечика до плечика, чтобы хорошо ходила ручка. Видите, глубина под мышками. Глубину проймы от плеча до плеча мы меряем и получаем 8 сантиметров. И длину лифа вы берете на свое усмотрение. Я взяла, например, 8 сантиметров. Можно сразу учесть 1 сантиметр на подгиб. Как всегда,
на листике бумаги от точки А мы начинаем строить прямоугольник. Ширину груди мы делим на 4. Почему? Потому что мы строим 1/4 часть нашей выкройки. И окружность горловины мы делим на 4. Все откладываем от точки А вправо. Дальше вниз мы откладываем длину изделия 8 сантиметров. Глубина проймы мы делим на 2, потому что у нас на выкройке будет 1/2 глубина проймы. Откладываем 4 сантиметра, потому что 8 делим на 2, получаем 4 сантиметра. Достраиваем наш прямоугольник. Горловину, глубину можно сделать переда любой. Вот я пунктиром нарисовала чуть меньше, вы берете чуть больше. Вырез горловины, как желаете. Выкройка у нас готова. Вот 1/4 часть выкройки. Можно дополнительно дать припуск на шов, куда мы будем вшивать юбку. Штрихуем наш кусочек выкройки, вырезаем, и все готово. Дальше мы из этой 1/4 части выкройки должны сделать полную выкройку, развертку. Вот такую развертку. Вот 1/4 у нас есть. И на бумаге мы делаем развертку. Итак, берем листик бумаги. Ну, как всегда, от точки А, это будет центр переда выкройки, мы свободно обводим нашу выкройку, 1/4 часть. Дальше мы симметрично переворачиваем выкройку и дорисовываем перед нашей выкройки. Перед у нас готов. Дальше. Точно такие мы рисуем 1/4 части выкройки. Это будут 2 полочки спинки и припуск на застежку. Симметрично откладываем. Выкройка готова. Припуск на застегание мы должны дать вот нахлёст, где будут либо липучки, либо кнопки, либо пуговицы, как вы пожелаете. Вот видите этот нахлёст. И мы кусочек его дорисовали. Можно рисовать слева, справа, как вы желаете. Итак, у нас получились 4 четвертинки и плюс нахлёст. Глубину горловины я отметила пунктиром, можете делать по своему усмотрению. Вот у нас готовая выкройка, по которой будем шить наше платье. Вот кусочек этого нахлёста, видите, да? Вырезаем и прикладываем ткани и начинаем строчить. Никаких припусков на швы в этой выкройке не нужно. Обязательно все конспектируйте в тетрадь, она вам всегда в жизни пригодится. На сегодня все. До новых встреч! Следующие занятия будут еще интереснее. Я рада, что вы присоединились к нам. Самого наилучшего и творческих успехов вам! До встречи!